Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Водолей на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Внезапный поворот событий в августе 2026. Что ожидать вашему знаку Зодиака от этого месяца? Каков ключ к решению, быть может, вашей главной проблемы? И август действительно поистине будет судьбоносным. А для вас, мои дорогие водолеи, август меняет направление вашей судьбы. И это у нас происходит сразу же несколько событий. Самое главное – это коридор затмений. И начинается этот коридор 12 числа с солнечного затмения в знаке зодиака Лев. И энергия льва – это огненная стихия, и солнечное затмение может дать творческий импульс или внезапное событие, которое связано с вашей самореализацией. Быть может, это личная история, любовная история или история, связанная с вашими детьми. И завершится это лунное затмение 28 августа лунным затмением в Рыбах. Но 18 августа кармические узлы меняют ось. И теперь ваш знак зодиака соответствует северному лунному узлу. Это как направляющая сила, это как сама по себе прогрессивная сила, потому что ось у нас теперь будет находиться на двух знаков, направлении двух знаков, Водолей и Лев. Причем ваш северный узел, а проигрывающая сила или южный узел, то, что мы называем в знаке зодиака Лев. И вот с 18 числа северный узел входит в ваш знак зодиака примерно на 1,5 года, до конца марта 2028. И будет проходить через вас буквально. Это ваше сообщество, ваша свобода, видите, смелость смотреть вперед, как становится вашей главной миссией, мои дорогие. Ну и Плутон же находится в вашем знаке зодиака и продолжает также вашу глубокую трансформацию. А солнечное затмение как раз 12 числа, оно как будто подсвечивает какие-то грани, которые для вас, может быть, будут наиболее активно проигрываться, или ваши желания, быть может и так. Все же мы все разные, да? Какая-то перезагрузка, мои дорогие. Вот давайте узнаем, с чего начинаются первые дни августа. И на картах пасьянса нам и расскажут, и покажут, и помним, что это только начало месяца, а самое интересное у нас разворачивается, где-то плюс-минус 12. Конечно, коридор затмений никогда не проигрывается вот в эти только даты. Кто-то из вас уже может ощущать вот эту трансформацию, а для кого-то из вас это будет еще пару-тройку месяцев. Но примите изменения какого-то вашего направления, не навязывая. Вот примите, может быть, иррациональное, что вам очень соответствует, потому что вот этот узел, он не требует радикального отступления, он лишь вам дает свежее направление. Я пока не вижу, пока с вами говорила, не вижу совпадений, поэтому пойдем дальше. Какая смена декораций предшествует таким важным событиям? Уверенность, надежность. Может быть, это ваши будут основные символы. Что бы там вокруг меня ни происходило, вы можете так думать. Мне самое главное, как почва под ногами. И чтобы она была и в сегодняшний день, и в завтрашний. Безопасность, мои дорогие. Вот вы можете быть наполнены такими энергиями. Причем безопасность финансовая. Все же деньги – один из способов взаимодействия с миром. Реализации наших планов. И я должна сказать, хорошее вступление в август. Якорь. Как будто более земной энергии, я должна сказать еще такой нюанс. У нас Венера находится в знаке зодиака Дева по 6 августа, то есть это первая неделя. А вот 7 она переходит в знак зодиака Весы. Прекрасное время, чтобы договариваться. Какие-то сложные беседы, разговоры с глазу на глаз, откровенное что-то. Слушайте, у вас такие замечательные символы, когда вот, не надо там какого-то такого пафоса, не надо там каких-то искр. Якорь, стабильность, надежность, деньги, благополучие, мои дорогие. Вот когда этот символ выпадает, голубь, это тогда у нас все хорошо. Даже если поначалу у нас все сикость-накость идет, хочется сказать, надеюсь, понимаете мой сленг. И вот в таких спокойных энергиях, как ни странно, вашей власти больше. Конечно, корона – символ власти, для кого-то будет показывать, что вам придется какие-то согласования проводить. Возможно, те согласования, которые вам как по судьбе. И вот и правда, все то, что я сказала, больше с позиции астрологии, тут вот именно как судьбоносный месяц. Значит, все то, что происходит, это не случайно. Причина и следствие определенно есть.
Я должна сказать, это действительно на фоне спокойного течения жизни, вам как это по судьбе. Причем в таком спокойном ритме вы можете как уладить, решить какие-то вопросы, все-таки корона, добиться больше стабилизации собственного положения или вот этого благополучия, решить вопросы по финансам. Но, может быть, якорь иногда будет символизировать некоторые вопросы, которые связаны с вашим местом пребывания. Или, может быть, то, что вы планируете. Давайте до конца разложу. Прекрасный вообще месяц, и астрологический, да, и прелюдия вот эта, да, которая только подготавливает, да, вот к этому переходу или к какому-то важному решению, свежему направлению. Здесь, знаете, как могут быть, если мы говорим о доме, о личной жизни, вот все то, что касается отношений. Позвольте 12 числу или плюс-минус, тут эта дата, да, как я уже сказала, уладить какие-то отношения. Чтобы, кому интересно, более подробно я приглашаю на свой сайт, ссылка будет в описании под видео. Потому что похож этот период, словно, знаете, такая развилка. Развилка, когда одна дверь открывается, и это будет где-то в районе плюс-минус, но это вот соответствует солнечному затмению. Но другую дверь вы закроете сами. А это будет символизировать уже частичное лунное затмение в конце месяца. И, мои дорогие, в самом конце месяца мы можем узнать какую-то тайну. Опять же, это больше про астрологию, потому что, так вот сопоставляются разные планетарные транзиты. И вот эта энергия дает нам не просто понимание, а информацию какую-то мы можем получить, конкретную. Или какая-то запутанная тема тоже стремится, тем не менее, подвестись, или в конечном итоге, чтобы какой-то финал, чтобы какой-то был результат, сама тема стремится к этому результату. Ладно, пойдем с вами дальше. Пока говорила, не вижу я у вас совпадений. Поэтому давайте на картах колоды Ленорман Чиро Маркетти мы с вами узнаем поподробнее. И первая карта, которую мы с вами достанем, будет называться «Что нового придет в вашу жизнь?», «Что нового придет на ваш порог?». И, быть может, в этом тоже поворотный момент. Кто проявит себя неожиданно, и вы не сможете это проигнорировать. Вам придется каким-то делом, темой заниматься. И что же прояснится? Какие дороги перед вами открываются, мои дорогие водолеи? Что или кто изменит ваши планы? К чему? Вот в этом плане быть готовым, корректировать что-то, да? И чем запомнится вам август, а также, что из августа нужно взять с собой в будущее. И как карта совет, и что будет дальше, к чему на дальнейший период приготовиться. Итак, что же там спешит в вашу жизнь? Карта ребенок. Может быть и правда, то, что касается семьи, детей, какие-то вопросы, но соответствует это у нас валету пик. А валет пик это у нас всегда олицетворение человека, когда, знаете, он больше действует, исходя из своего настроения. То есть есть где-то импульс, есть внезапность. Может быть, это и новость, которую нам конкретный человек приносит. Возможно, приносит неожиданное что-то. Вот, кстати, новое. Неожиданная какая-то новость вас может посетить от конкретного человека. И поначалу мы ее воспринимаем... А вообще не знаем даже, как это воспринимать, потому что валет пик, я и сказала, это импульс. Когда нас так вот, мы оторопеть можем и думать, вообще, что это было. Или почему это вот так вот именно сейчас произошло. И это что-то с элементом новизны. Вот у кого-то может проиграться так, как новое предложение, спонтанное какое-то предложение. Давайте я достану дополнительные карты, но для вас как будто этому уделить внимание. Хотя я не исключаю, ведь это может быть ваш собственный инсайт. Нет, здесь все-таки есть взаимодействие с людьми или с обстоятельствами. Карта тучи. Кстати, 6. Уже какая-то победа нам предвещена. Более того, раньше это были словно тучи, было какое-то препятствие, а теперь выглядывает солнце. По какому-то вопросу будет как продвижение. Но это продвижение, мои дорогие водолеи, совсем не так и не таким образом, как вы это предполагали. Тут есть элемент новизны, есть элемент внезапности.
то, что, ну, действительно, может быть, вы задумаетесь о чем-то и будете даже думать, соглашаться вам или нет. А тут как будто нужно соглашаться. Возможно, это что-то иррациональное. Может быть, это какое-то предложение или, опять же, услышанное, может быть, и в средствах информации, какая-то новость, которая так или иначе, видимо, ну, для вас она перевернулась много карт, я уже сложу обратно в колоду. То есть вас эта новость может заставить, каким-то образом резонирует либо с вашими планами, и тогда вам придется это как в комплексе обдумывать, или каким-то образом такой нюанс тонкий у вас вырисуется, что вы понимаете, ага, вот это как раз мне может пригодиться. Что это такое, что в конечном итоге к какому-то союзу ведет? Что же это новое? А ведь правда. Тут может быть как спонтанный маршрут, как внезапное сообщение, как какое-то внезапное предложение, либо от людей, которых вы знали, либо какая-то ситуация действительно прежняя, очень хорошо вам знакомая. Здесь как с новым ключом идет. Или как для вас получает подпитку какой-то ваш интерес, но это только пока интерес, и непонятно еще, что с этим. Да, непонятно, двойка перьев, это как двойка мечей. У вас какой-то выбор будет. Тут действительно вы будете думать, продолжать мне это или нет, соглашаться или нет. Король перьев. Но мы можем сказать, что где-то эта карта ваша. Ведь это карта эксперта. Но если мы так немножко шире посмотрим, все же иногда по королю перьев у нас идут экс или бывшие. Плутон у нас сейчас, мои дорогие, в ретро-движении, а Плутон в вашем знаке зодиака. Я должна тогда упомянуть еще две планеты. Для кого-то, может быть, это важно услышать, потому что ретро-Плутон – это всегда какое-то дежавю. И вот именно в состоянии обратной этой петли, да, обратного движения, Плутон пробудет до середины октября, до 18, если я не путаю. И, кстати, в течение мая месяца или на начало июня какая-то проблема у вас могла уже сформироваться. И нам тогда, как ретро-Плутон, уходя вот в это ретро-движение, он нам где-то предрекал, что не все ты сможешь решить, но в течение лета вот именно та задумка, которая сформировалась на начало июня, она у тебя будет постепенно проявляться или проясняться. Поэтому вот не гоните лошадей. Тут элемент такой ожидания все-таки или не спешки, я бы сказала, он присутствует. Но у кого-то еще более может растянуться. Потому что, смотрите, у нас в конце июля месяца Сатурн, мои дорогие, уходит тоже в ретро-движение. Мы смотрим на август. Это уже Сатурн в ретро. И опять же, это какая-то прошлая история. А ретро-Сатурн у нас продлится почти до конца года, до 11 декабря. И это могут быть какие-то вопросы, если мы уже говорим король мечей, которые действительно связаны с провластными структурами, люди в погонах, может быть какие-то высокие инстанции, высокие начальники, закон, порядок, да, или может быть юристы, адвокаты, иногда могут быть и врачи. То есть это люди узких специальностей, которые работают по приказу. И, может быть, какие-то согласования вам придется делать. Возможно, искать дополнительную информацию, именно потому что здесь, кстати, темы могут касаться вашего статуса, вашей семьи, вашего дома или вот какого-то союза, может быть, и творческого, или того союза, который, ну, может быть, имеет не просто как, ну, может быть, и любовную историю, да, но вот как целесообразность, хочется сказать, потому что двойка свечей или двойка жезлов – это у нас все-таки какие-то дела. И пусть даже жизнь личная, ну так стало быть и документы какие-то, да, какие-то важные бумаги. Или взаимосвязь, когда, ну, денежная есть, имущественная, да, еще не все вопросы решены. Перекладывайте на себя. Но тут, правда, какой-то новый вариант. Может быть, решение вопроса или даже той темы, ну, которую вы могли так подзабыть или для себя уже с ней определились. А здесь как новый посыл или какая-то новая энергия, опять же, со стороны внешних событий или людей. Вторая карта. Кто проявит себя неожиданно, в чем вам придется участвовать в вашем благополучии? Финансы, мои дорогие, в
центре вашего внимания. Шестерка бубен. Деньги будут, это точно, в течение августа. Но у вас энергии таковы, что вы именно хотите максимально упорядочить в течение августа, может быть, свою финансовую историю. И в этом вам сама судьба помогает. Может быть, кому-то нужно, как завершить некоторые темы или прояснить некоторые вопросы, которые долгое время по десятке перьев вы уже могли махнуть на что-то рукой. И даже я такое могу предположить. То, что вот именно принадлежит вам, пытается заново вернуться в вашу жизнь, это не может точно, это не оставит вас равнодушным. Какая-то история, мои дорогие, что первая позиция, что продолжение. Где-то эти две позиции, они перекликаются, потому что есть смысл, если мы говорим «союз», а карта «Звезда» – это у нас выбор правильного направления лет на 10-20. Это как по Плутону в вашем знаке зодиака. Вы с чем-то определяетесь на более далекий срок, а для кого-то из вас это будет символизировать, то есть карта «Звезда» нам будет говорить о расстоянии, как и по времени, да, вот я сказала, но и как километраж. Это может быть другая страна, другой город, другая местность, путешествие, переезд или какая-то важная поездка, важная встреча. Но здесь то же самое мы будем говорить на предмет вдохновения, на предмет реализации вашей миссии. Все то, что я говорила, это то, что вас действительно не оставляет равнодушным, потому что либо вы когда-то об этом думали, а теперь как-то так складываются события, трансформация, она все-таки продолжается. И тут действительно, как новый вкус свободы. Видение, то, что видели мы прежде, а теперь у нас тоже, как трансформируется наше мировоззрение. Может быть, и смелость где-то потребуется, потому что по десятке перьев мы как изящно что-то завершаем. Вот тут явно продолжение следует, но, может быть, энергии уже другие. Если что-то было для вас больше на грани риска, или для вас было, как множество позиций, непонятно. Поверьте, мои дорогие, постепенно, в течение осени у вас тут точно что-то прояснится. И, конечно, вопросы благополучия не оставят нас равнодушными. Но, так а что же прояснится, какие дороги в конечном итоге перед вами откроются? А вот смотрите, а ведь и правда, в конце месяца, как я говорила, лунное затмение в Рыбах для вас может подсветить какую-то проблему, которую либо вы не видели, или от вас кто-то скрывал. От вас могли скрывать какую-то информацию. А может быть, вы сами где-то заблуждались. Все-таки лиса – это хитрость. И нам что-то не договаривали, да? Поэтому и у нас было какое-то однобокое видение. А что это такое? Что же прояснится? Конечно, я надеюсь, что мира, порядка, гармонии будет больше на планете Земля. И вообще карта мира – это когда нет барьеров, нет препонов. И может быть у вас тут финансовые подали, где-то будет взаимодействие, правда, или ваш какой-то интерес, который связан либо с конкретной персоной, либо персона может быть на расстоянии. Есть какой-то проект, который так или иначе, он не в той местности находится, где вы, а именно взаимосвязь с миром. Более того, я должна сказать, что для кого-то из вас, вот сияйте как звезда, все-таки вам карта говорит, и это то, что вы не можете проигнорировать. Но с учетом карты «Мир», для кого-то может проигрываться как интернет-проект, все-таки по звезде, эфир, пространство, интернет и по аркану «Мир» тоже. Нет ничего невозможного, мои дорогие. Вот значит, какая-то новость вам приходит или какой-то контакт с конкретным человеком, и вы понимаете, есть смысл продолжать. Вы словно выходите из какой-то долгой истории, когда вы не могли действовать. Может быть, у вас будет такая тоже переоценка ценностей в отношении конкретных людей, это точно. Потому что вы словно видите, если мы спросили, что прояснится, кто с вами был нечестен, кто пытался водить словно за нос вас, кто больше действовал из своих интересов, а пытался вас использовать. Кстати, я такое тоже допускаю, все-таки карта лиса. И по девятке свечей мы как были какое-то время на паузе. Мы не могли что-то осуществить. Мы не могли продвинуть наши собственные планы. Приготовьтесь, может быть, какая-то развязка в конце августа. Может быть, у кого-то и раньше, кстати. Мы все разные. Она у вас, несомненно, наступит. Но это будет, знаете, с чем?
связано, когда вы сделаете какой-то важный выбор раз и не будете себя корить за то, что если что-то не сложилось именно ровно так, как вы этого хотели. Нет, тут некоторое освобождение будет, когда вы себе скажете «я сделал» или «сделала все, что мог». И вот эти новые дороги, тут нет шлагбаумов, нет барьеров, вы сами определяете свое направление. Однако с учетом того, что выпало, тут, знаете, и дороги с учетом карты «Мир» могут такие неожиданные открыться, такие неожиданные повороты судьбы у вас могут быть в течение августа. Не отказывайтесь, позвольте себе как минимум подумать об этом или это рассмотреть. Так что же тогда, или кто же тогда изменит ваши планы? А вот и правда, вот смотрите, непростые карты, хотя карты пасьянса нам говорили спокойное течение жизни. Ну, может быть, вы и наводите порядок, да, вот Венера в Деве. Первая неделя, как раз вы когда, ну, вот очень бдительно и внимательно все видите. Ведь Венера в Деве, первая неделя, если мы говорим, вот как прелюдия, это, знаете, как аудиторская проверка или какой-то строгий бухгалтер, который все вот так рационально подсчитывает. Ну, тут эмоции ни при чем. То есть практика, критерий истины, земная энергия. А потом переходит только после 7-го Венера в знак Весы, и здесь легкость, и легкость на подъем. И, конечно, это дипломатия, какие-то беседы, разговоры, контакты. Здесь как-то поживее может пойти. Но, видимо, и начало месяца оно должно быть такое более, ну, где-то размеренное, что ли, может быть, и расчетливое. Ну, наступает, значит, тот период, когда и посчитать нужно. Может быть, вот вы именно что-то посчитаете и поймете окончательно. Ага, тут со мной хитрили, а тут действовали из-под тишка. Мы сейчас достанем дополнительные карты, но мы спросили, что или кто изменит ваши планы. То тут скорее конкретные люди, когда вы увидите, ведь мыши – это всегда какой-то урон. Это не есть, вы знаете, как какая-то глобальная проблема. Это мелкая пакость, но она присутствует. Поэтому придется вам, видимо, нет, давайте сначала на колоде Ленорман, но вам придется явно даже отношение к кому-то менять. С чем это связано? Что это за вопрос? Вы поймете, что вам кто-то как путает ваши пути. Или нарочито на вас взваливает какую-то тонну информации ненужной. Карты птицы – это всегда такая разношерстная информация. Причем, когда есть и фейки, но есть и что-то такое рациональное. Может быть, это вы будете как раз фильтровать эту информацию. Возможно, у кого-то с учетом мир и карты звезда, 2 старших аркана, сам по себе август будет как раз и наполнен тем, что вы будете постоянно работать с информацией, что-то перепроверять, уточнять, может быть, даже и консультироваться, наводить справки, потому что видите, что да, что-то есть ценное, но вот из этого информационного потока как минимум будет более 50% того, что ну вообще ни к чему не относится. То, что может как увести совсем не туда, да, куда Макар гусей не гонял, будем говорить. Я надеюсь, вы понимаете мой сленг. Да, вы точно, посмотрите. Водолей четко видит, кто ему друг, кто ему враг. Водолей четко понимает, кому стоит доверять, а кто в вашей жизни только прохожий. В зависимости от этого вы будете делить, если можно так сказать, всех персонажей и, может быть, для себя оставлять. Все-таки у вас начинался наш пасьянс с карты значения якорь – это надежность, надежность в отношениях, надежность в людях. А с чем это связано? Давайте на картах Таро. Что же это за ситуация, что она заставит изменить ваши планы? А тут что-то касается вашей работы и денег. Что изменит ваши? Опять 7 перьев, правда? Значит, у кого-то такая трансформация может касаться работы. И, кстати, кто-то всерьез задумается о вторичном доходе, потому что, ну, к примеру, вы понимаете, да, пусть я одну работу, она у меня основная, в силу разных причин я оставить не могу, но по эквиваленту финансовому там мне вроде как надеяться особо не на что. И поэтому кто-то может задуматься о дополнительном доходе или пассивном доходе, ну, у кого как получается. Или, может быть, эта работа будет, которая на дому и на самого себя. По 8 пентаклей мы больше вот именно заняты трудом таким индивидуальным. Хотя это одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. Иногда эта карта приносит нам, знаете, такую возможность, когда, ну, допустим, вы уже как имеете опыт в какой-то вашей специальности.
И тут и либо наступает момент, когда нам этого маловато, и мы хотим построить карьеру. Но здесь может быть такая история, когда, вот, к примеру, какую-то должность получил другой человек. Вот пусть не для всех, но пусть один, два. Ну вот у кого-то может и так проиграться. Когда вы думали, вам это предложат, а тут какая-то хитрость вам обещают, а в конечном итоге получает кто-то другой. И вас, конечно, это не оставит равнодушным. Но тогда, знаете, мои дорогие, у вас все равно, вам, видимо, даже какая-то история со знаком минус в конечном итоге потом, ну, знаете, это как фраза, не было бы счастья, но несчастье помогло. То есть, насколько малы ваши печали, столь велик будет ваш успех. Пусть это не в одночасье происходит, а постепенно судьба расчищает вам путь, мои дорогие, и дает вам совершенно иные ключи, которые, может быть, как раз и будут для вас. Вы когда-то скажете себе спасибо, что пусть даже что-то мелкое не состоялось, а вы выиграли в чем-то более крупном. Потому что вы тут можете, ну да, тут есть какой-то момент хитрости, вот это точно. Причем это чей-то интерес. Интерес, опять же, денежный какой-то может быть. Понимаете? Но на всякий случай не оставит равнодушным. Все-таки 7 перьев выпадает, или 7 мечей. Называется эта карта вора, мои дорогие. Ну, хоть и ни в одной колоде не прописано, но, кстати, вот эта колода Евы тут прописана. Но здесь нам и конкретно показан воришка и рождественские каникулы, когда все отдыхают, он как будто вот вытягивает кошелек. Понимаете, то есть все расслаблены, конечно, это то время, рождественские праздники, когда мы, ну, совсем думаем о чем-то хорошем и уж совсем не предполагаем, что тут какие-то персонажи непонятные, совершенно другое, противоположное задумали. Поэтому вот у вас где-то может быть такое прояснение той или иной истории, может быть, это то, что было прежде, кстати, а узнаете вы только в августе. И это вас тоже не оставит равнодушным. Здесь вы можете это прочувствовать как, ну, как-то нечестно. Вот именно какая-то нечестность была. Будьте внимательны все же. Так предупреждают карты. Но предупрежден, вооружен. Чем запомнится август и что вам нужно взять с собой в будущее? Мои дорогие, вот то, что я говорила, и, кстати, о своей статье. Буквально эту карту я сфотографировала и прикрепила к сайту, к статье, к гороскопу. Потому что это вот этот выбор, о котором я говорила, и вот эта дверь, которая одна открывается перед нами, но другую мы вынуждены закрыть сами. Причем это какая-то история, которая хорошо знакома. Мы уже как половину пути прошли. И, может быть, все было понятно, ровно, благополучно. И опять же, вы с чем-то определились? Нет. Вот здесь будет какая-то развилка. Что-то тут будет у вас меняться. Давайте я перемешаю, и мы спросим, а что же это что-то? Чем запомнится август? И что водолеям нужно взять с собой в будущее из августа? Ух ты! Ну, любой аркан, он никогда не проигрывается только с минусом или только с плюсом. Он имеет всегда и те, и другие, как стороны, да, одной медали. К примеру, если мы говорим со знаком плюс, эта карта дает нам физическую выносливость. Но где-то и психологическую устойчивость тоже. Эта карта дает возможность заработать деньги. Про деньги мы говорили. И значит, какой-то гонорар ваш, да, или то, что вот именно вами заработано. Я ни разу не про лотерею, мои дорогие. Все время на протяжении Плутона в Водолее легкие деньги опасны. Вот этот момент, то есть это если нам не принадлежит или то, что мы не заработали, это потом может быть, знаете, вот такой хитрый коварный план, когда нас судьба все равно научит, и мы поймем, что зря мы на какую-то такую скользкую ситуацию согласились. Ну, вот такое напутствие. Поэтому рисковать не стоит. Но если мы говорим о деньгам, которые принадлежат вам, то тут может быть получение очень крупной суммы денег. Все-таки аркан дьявола – это у нас карта материализма. Но для кого-то это выбор по отношениям, страстная любовь, зависимые отношения. И тут, правда, будет такой очень сложный выбор. Значит, пока, если мы спросили, что мы возьмем в будущее, скорее всего, да, 4 чаш. Тут что-то быстро вы не решите, будьте к этому готовы. Значит, наверное, тут, знаете, как
планомерно, может быть, какая-то история, ей надо дать развиться по максимуму, чтобы вы увидели картину полностью. Или дать проявиться какому-то человеку тоже, чтобы он высказал все, что он думает. Чтобы для вас какая-то персона тоже была как на ладони, понимаете? Тут не торопиться вердикты, тут все закончится в свое время. И вот по части развилка вы выбираете какой-то путь. И понятно, что в две стороны мы не пойдем. И вполне вероятно, из августа в сентябрь вы как войдете уже в одну какую-то дверь, а вторую вы будете, может быть, постепенно закрывать. Вот эта трансформация, она и происходит. Я не могу сказать, что это просто. Я не могу сказать, что это легко. 15-й старший аркан будет говорить о том, что сложно делать этот выбор. А для кого-то из вас это может еще проиграться как, возможно, люди, которые рождены, к примеру, под знаком зодиака Козерог или имеют там асцендент. Может быть, не исключаю и какие-то прежние истории, да, как Плутон, да, мы говорим 13-й старший аркан, прежние истории, которые были связаны с конкретным человеком, и эта история имеет очень далекие корни. Что-то тянется из далекого прошлого, и тогда ситуация будет проясняться, но она не завершится в конце августа. Будьте готовы к тому, что вы это продолжите еще и осенью. Совет от карт. К чему приготовиться далее? Много общения будет. Кто-то может начать учить языки. Кто-то из вас будет много общаться в интернет, может быть. Возможно, какой-то новый интернет-проект, потому что аркан парка – это всегда, кстати, встречи, поэтому для кого-то вот те встречи, которые вы будете планировать, возможно, на последующий период, они осуществятся у вас в сентябре, к примеру, да? Или с чем-то вы тут будете с кем-то взаимодействовать, решать, какие-то темы, именно которые диалоговые, они у вас, несомненно, продлятся и еще и на осень. А что это такое? Какая-то история любви у вас будет продолжаться. Возможно, у вас какая-то личная история, либо человек, который рожден под знаком зодиака стихии воды, причем больше я бы на первое место поставила Скорпиона, а для кого-то будет еще и помимо Скорпиона, может быть, и рыбы, и рак. Вот какая-то такая история. Или король чаш будет символизировать о том, что тут ведь, кстати, очень доброе такое сочетание, что будет продолжено. Карты эти две будут говорить, что помимо там вот разного общения, вы вот именно формируете как тот круг вашего самого ближайшего общения, и это одновременно как круг тех лиц, которым вы будете доверять. Вот именно доверие, надежность для вас основной якорь, но идти вперед придется. По восьмерке чаш, как будто мы уже понимаем, что мы подходим вплотную к тому времени, когда наступает момент нам идти вперед. И пусть вот как эта девушка, она оглядывается, тут стоят разные кубки, что-то еще наполнено, что-то дорого любимо, но что-то уже и проиграно, да, перевернутые кубки. Она оглядывается, и куда она идет, она еще не представляет. Нет какого-то четкого плана, но она самой себе говорит, вот теперь пора. И я где-то говорила это по девятке жезлов, или девятке свечей. Вот эта дверца, она не заперта. Мы какое-то время словно находились за этой оградой. Мы что-то не могли предпринять, мы что-то не могли изменить. Мы были вынуждены, скажем, принимать те условия, которые были. И это были не наши условия. Но теперь и эта парадигма тоже меняется. Вот теперь вы словно эту калиточку, вот эту дверь, мои дорогие, правильную, будете открывать и принимать важное решение. Для кого-то из вас, возможно, станет опять же вопрос поездки, переезда или какого-то далекого путешествия. Может быть, это то, что только в планах на сентябрь, и в этом ваш шанс. Вот я могу сказать, что тут будет какая-то персона, которая, пусть, вот как мы начали, да, поначалу как-то начинается либо криво, либо по-дурацки. А тем не менее, не торопитесь выносить вердикт, потому что это может быть для вас каким-то очень интересным продолжением, и главное, вам это нужно. То, что поначалу выглядит, может быть, не пафосно, а где-то так, знаете, даже вибрирующе 50 на 50. Не откажитесь от какого-то шанса, мои дорогие. Для вас судьба вам как ключ какой-то дает.
вам и для того, чтобы вы прошли какую-то дорожку именно судьбы. Может быть, раскрыли свои таланты, а для кого-то это может быть даже тот переезд, поездка, может быть, у кого-то даже статус будет меняться со временем. Я не могу сказать, что именно в августе, но это, знаете, это как наметки на то будущее, которое будет происходить до конца 2026 года и то, что вы с собой возьмете на долгое время. Но здесь именно что-то формируется. Но шансы есть, ключи в ваших руках, мои дорогие, любимые водолеи. Перекладывайте на себя, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал и все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.